Привет! Это видео актуально тогда, когда вы нашли его и нажали своим пальчиком «Посмотреть». Здесь можете просмотреть, если пожелаете, портрет личности вашего мужчины. Кто он, по мнению высших сил? Как он будет действовать относительно вас? Что он чувствует по отношению к вам? То есть мы сделаем полный портрет его психологической личности, а также посмотрим вашу совместимость. Все слова, которые я скажу, будут актуальны по тем картам, которые я буду брать при вас. А то, что с вами резонирует, берите себе, то, что нет, откладывайте за ненадобностью, понадобится кому-то еще. То есть так вообще всю жизнь все работает. Это Таро иллюминатий, но это не относится ни к какой там секте иллюминатов, нет. Это просто иллюминат, это означает прояснить. Через Солнце, поэтому желтые карты, прояснение через планету Солнце, по вашему солнечному знаку, прояснение вашей ситуации. И я буду говорить, если какие-то знаки будут вовлечены, но иногда просто информация нужна вам в момент, когда вы хотите больше узнать о человеке, его психологический портрет. Я смотрю только прямые в этих рамках, и здесь пятерка жезлов говорит, что сейчас у него идет внутренняя борьба. Он сейчас недоволен, собой недоволен, своей жизнью, своим окружением. Двойка жезлов говорит, что он ищет перспективу развития себя, может быть, своих дел, в профессии, перспективу в заработке. То есть он ищет возможность состояться как личность, может быть, продавать что-то, то, что продает, или же делать то, что делает, чтобы достичь своих или работодателей, или тех, кому он делает что-то, чтобы достичь их, чтобы стремиться к реализации себя. Жезл – это реализация себя. И идет внутренняя борьба. Восьмерка чаш говорит о том, что, может быть, некоторые из вас, кто смотрит, с мужчиной не в ладу, поссорились, поругались. Может быть, он вас обидел. Ой, извините, это восьмерка чаш, да. Может быть, он вас обидел. Но, во всяком случае, он сейчас хочет уйти от каких-то скандалов, каких-то распри, которые завладели им. Может быть, это у него, у родителей, или же с его бывшей. Может быть, где-то он вот сам не может понять, что он хочет от жизни, что люблю, а что нет, потому что 8 чаш – это он вроде это попробовал, и у него что-то там не получилось, и он ищет себя заново, ищет себя мужчина. Пятерка меча говорит о том, что да, задействованы третьи лица, кто-то задействован еще в его жизни. И двойка меча, видите? Так что, может быть, действительно, некоторые люди, кто меня смотрит, вы в ссоре с тем человеком, который, в общем, вам или дорог, или не безразличен. Вы хотели бы о нем больше узнать. Вот это его основной психологический портрет из этих карт. Я буду, конечно, брать еще карты, но я здесь вижу, что мужчина не умеет договариваться, он чаще всего конфронтацией занимается, он не умеет выразить мысль, он чаще всего переходит на или повышенные тона, или на оскорбление, или на мат, ну вот по двойке меча. Еще видят его высшие силы, как он ищет себя в борьбе, высшие силы хотят ему помочь, но он не слышит никого, он слышит только себя. И по восьмерке чаш я здесь вижу о любви. Это не плохая, в принципе, карта, но она говорит, что любовь любовью, а все-таки он немножко эгоист и преследует свой план. Высшие силы видят его как эгоистом. И по пятерке меча, конечно, мужчина сейчас находится в таком отчаянном положении, и, скорее всего, не просто ссора, а какой-то конфликт, либо дома, либо на работе. Кто-то за его спиной что-то решает, кто-то за его спиной о нем говорит, судачит, и он не знает, что ему делать дальше. Это карта колесница, первый старший аркан в этом раскладе, говорит мне четко, что человек, о котором вы сейчас подумали, он мчится, вот как, знаете, сам не знает куда часто. То появляется, то пропадает, у некоторых может быть треугольник. Карта колесницы говорит, он часто рискует, он любит рисковать, он даже рискует то, что здоровье у него не очень, кстати, здесь тоже видно. Но он совершенно безразличен к своему здоровью. Девятка пентаклей.
Вот если мужчина здесь переживает о том, будут ли у него деньги, сможет он заработать или что-то удачно продать, я вижу, вот смотрите, деньги будут, но он может поменять деньги на здоровье, и он это делает. Потому что либо он перерабатывается, у некоторых проиграется так, либо он вообще не слушает свой внутренний голос и не понимает, чего от него люди хотят. И часто он дело имеет с людьми, которые его не любят, с предателями, а те, кто его любит, он как бы их использует сам. Это вот по этому раскладу я это вижу, я читаю карты вместе, да, все. Вот такой его психологический портрет, глубокий портрет, личность противоречивая, но, видите, все-таки все его вот эти потуги, что ли, чтобы заработать, они увенчаются успехом. Может, не сегодня, может, не завтра, но в конце концов, потому что девятка пентаклей – это большие деньги, у мужчины будут деньги. То ли наследство, то ли сам заработает, но он будет на ногах своих стоять. По четверке чаш встреча с мужчиной будет, если вы это спросили, и, может быть, вы не понимаете, где он пропал. Ну вот по этой причине, что я только что сказала, он и пропал. Но встреча с мужчиной должна быть скоро причем. Да, вы для него звезда, это однозначно, потому что карта звезда, очень хорошая карта. Он, может быть, боготворит вас, и, может быть, вы слишком звезда. Такое бывает, что если вы слишком звезда, если он боится, вот не потянет вас, либо духовно, психически, психологически, ментально, или финансово, он боится, что не потянет. Потому что так, как он вас видит, то вы, ну, дорогая женщина, не каждый мужчина может с этим справиться. Дорогая по уму или по тому, как вы выглядите очень хорошо, вы очень ухоженная, очень красивая. И это его пугает. Это рыцарь чаш. Вот это кавалер новый. У некоторых девочек, кто смотрит на бывших, и знаете, я не тот таролог, который скажет, не смотрите на бывших. Вообще нужно смотреть то, что хочется. Если у вас вот есть желание смотреть на бывшего, а вы это желание не исполняете, то бывший еще больше будет подселенцем в вашей голове. Если хочется смотреть, смотрите на бывшего. Но просто расклад показывает, если вы смотрите сейчас на бывшего, и вы переживаете вот по четверке чаш о чем-то, то рыцарь чаш говорит, что есть здесь новый знакомый. Здесь новый знакомый, который будет любить, который не предаст, вот который, знаете, выручит вас, будет вам защитником, вот будет вам ровнее подстать. Этот мужчина себя ровнее вам не считает, он себя считает ущербным. И, может быть, даже это и не выражается в его действиях или поступках, но это внутри него есть это такое, да? Это паж чаш. Смотрите, выходит и паж, и рыцарь. Ну, иногда бывает так, что паж – это женщина, да, это вы, а рыцарь – это будущий мужчина. Или же этот, наконец-то. Вот у него все начнется с того, что он начнет зарабатывать лучше. Тогда он начнет в себя верить. Вот он не зарабатывает достаточно, по его мнению или по вашему мнению. И это его принижает. Но как только он начнет зарабатывать, он как бы воспрянет духом, и он станет для вас интересным, потому что у него будет интересное лицо человека такого деятельного, да. Мужчина должен иметь деятельное лицо. Вот не обязательно должно быть красивое, но деятельное. Рыцарь, да, это деятельный человек. Это перемены в любви между вами. Но иногда, когда выходят две карты рядом, вот такие, паж – это хлопоты любовные, потому что чаша – это любовь. А рыцарь – это уже когда вы встретились, когда у вас есть что-то, что вас соединяет. Когда, вот, знаете, Вселенная вас свела, и вы друг другу понравились. Здесь для девочек, у кого нет никого, ну просто так смотрит или смотрит на бывшего, это тоже, знаете, терапия своего рода. То я просто скажу вам тоже предсказание. Предсказание четко показывает, что пока вы думаете только о бывшем, вам Вселенная готовит нового мужчину, уже показывает его. Он уже знает вас, может быть, у некоторых даже проиграется. Но никто вам может сказать, не смотрите на бывшего. Не в этом дело, а суть в том, чтобы не закрываться, да, не ограничивать себя. Вот сказал не ограничивать себя, и десятка меча вышла, да. Десятка меча карта очень сложная. И она и хорошая, и нет в том же самом понимании, потому что 10 это не последний номер, нет, ни в коем случае, кто знает немножко нумерологии,
10 – это начало новое, это новое начало. Вот. И в то же время, знаете, когда мы готовы к новому началу? Когда мы истощили все возможности в том, что мы уже делаем. Мы сказали, так, дороги назад нет, там все равно хаос, там все равно ничего не понять. Я иду дальше. И тогда выходит десятка меча. Это когда вот истощение того, что уже отжило и больше не работает для вас. И вы ищете новый путь. И вы ищете новый путь, потому что вот некомфортно вам в тех отношениях, в которых вы сейчас. Вам некомфортно в них. Карта Мир, Старший Аркан. И знаете, вот это уже идет все, что всю масть перекроет. Карта Мир – это когда есть защищенность, высшие силы знают, какая вам суждена судьба. И вас ведут к человеку, который будет для вас спасителем. Вас высшие силы ведут вот к такому архетипу героя. Потому что тема была так загадана и представлена Вселенной такая. Полный психологический портрет вашего мужчины. Я здесь вижу два мужчины, у многих проиграется. Это мужчина бывший, с которым вы были на ножах долгое время, с которым долго не было денег. Может быть, он болел по двойке меча и по пятерке меча, это давно болел, или какая-то привязанность была. С мужчиной были то приход, то уход. Бесконечное. У мужчины внутри был сильный раздрайв, и он поэтому такой был нервный, впечатлительный, раздраженный. У некоторых мужчина выглядел собранным по двойке жезлов, но это только маска. Та маска, которую он усердно носил и под которой он прятал свое лицо. Эта маска была к нему приклеена годами, потому что он вроде думал, что он идет вперед, но на самом деле он разрушал свое здоровье по карте Колесница вместе с пятеркой меча. Не знает, куда идет, то в одну, то в другую сторону, доверяет тому или другому слуху, да, то та, то другая пропаганда, то та женщина, то тот мужчина что-то ему советует, он не имеет ни своего ума, ни своего лица, потому что запутался полностью, но одно есть амбиции заработать. Это может быть у вас такой мужчина, это его психологический портрет. Но здесь четко просматривается еще один психологический портрет рыцаря чаш. Вот это этот человек, который ничего не боится, который может услышать критику, не сопротивляется, понимает, что не так, с которым любой спор, он конструктивный, а не негативный, там, где люди просто хотят понять друг друга, и с которым вы на одной волне. Этот человек тоже вас будет считать звездой, как и тот другой, но тот другой считает вас звездой недосягаемой. Вот здесь звезда недосягаемая, да, по четверке чаш и карта звезда. Это когда он чувствует, что вы либо выше его по уму, либо слишком красивая для него, слишком, как я сказала, ухоженная. И вот это слепит ему глаза, потому что он вообще, вот этот первый, которого я описала, психологический портрет, он падок на внешний вид очень сильно, по девятке пентаклей. Может, он или жадный, или любит мишуру, или любит хвастаться своей женщиной. Смотри, Мир, какая у меня красивая женщина, значит, я могу это все, да. То есть он ваше достоинство использует для себя. Как ваше достоинство, он снимает со счетов, вы здесь ни при чем. Это он такой молодец, что с ним такая вот блистательная госпожа вы. И это вот этот первый его психологический портрет, что он использует вас как звезду, и в то же время вы его напрягаете, как такая красивая, как я сказала, ухоженная, блистательная. Вы совсем не принадлежите к этому кругу социальному, в котором вы сейчас находитесь. Вы выше его. Вы выглядите по-другому. Вас можно выбрать сразу. Вот идут люди, вас видно сразу. Да? И он это знает. Поэтому он как бы гордится вами, и в то же время он чувствует, что он не потянет это все, потому что он не такой блистательный, да? Вот. И это может быть один психологический портрет. Но у разных людей по-разному здесь будет проигрываться, и по-разному будет выстраиваться вся эта ниточка. У многих выстроится, что еще есть в пространстве для вас еще один мужчина, вот такой красивый, умный, элегантный, который, вы знаете, вот есть внутренний стержень по рыцарю, и он не боится, он не боится внешних данных, потому что мужчины часто боятся внешних данных женщины. Женщины красивые часто, да,
такие гибкие, роскошные. Женщины для них это вот такая загадка, это такая целая вселенная этой роскоши. Именно природной роскоши, потому что мужчина, он твердый, как камень, женщина, она гибкая, она все время разная. И это тоже его, может быть, озадачивает, все время разная, ему мужской ум его говорит, она все время разная, где она настоящая. На самом деле вы настоящая. Женщина разная, она и тогда, и сейчас, и завтра. Разная, но настоящая в этой разности. Он этот не понял вас. Вот его психологический портрет вот такого упрямства по двойке жезлов вообще ничего не понял, поэтому конфронтация. Пятерка жезлов, сильная конфронтация идет. Вот такой рыцарь, идеальный мужчина, он, конечно, есть. Ну, не совсем идеальный, наверное, не всего самого идеального нет, но приближенный к идеалу. Почему? Потому что когда вы поймете, что не нужно на полумеры соглашаться, да, по десятке меча. По десятке меча это когда никаких полумер нет. Или так, или вот никак, да. Когда вы поймете это, потому что вы устали, может быть, от скандалов, от безденежья, от разборок, от сложной бытовой ситуации вы устали, вам дает Вселенная карту мир. А это счастливая жизнь с человеком, который вас поймет. Да, у некоторых действительно проиграется, что этот прозреет. И я сказала, он прозреет, когда он станет хорошо зарабатывать. У него все связано и замешано на деньгах. Вот смотрите, девятка пентаклей и еще и девятка меча. То есть 9, 9. 9 вот последний номер. 10 это первый номер. То есть начало новой жизни. Здесь заря, новая жизнь. Ну а по девятке меча вот как страшный сон вам снится. Про этого бывшего, про того, кто вас бросил, может, с детьми или обидел, очень сильно унизил. Не понял вашу душу. Вот по этой карте не понял вашу душу. И я здесь вижу, что у многих это вот два мужчины есть в пространстве. Тот, который не понял вашу душу, и тот, который грядет, с которым будут уже более взрослые отношения. Да? Вы не будете с ним общаться, как все равно с ребенком трехлетним, а будете с ним общаться как к взрослым достойным партнерам. Потому что карта мир, когда есть полное взаимопонимание, и отношения идут на новый виток. Что посоветует вам Таро? Портрет очень четкий представлен. Что посоветует Таро? Да, новая любовь, видите? Новая любовь. Это туз, это начало любви. Да, любовь к себе меня спрашивают. Без этого никак. Но это тоже новая любовь с человеком, с которым все будет по-другому. Голубь — это мир, когда не будет больше вот этих споров, потому что споры, они вас просто истощили. Смотрите, какие карты здесь. Они все показывают, ведь вы чувствуете энергию карты, имеют, да, эмоции, поэтому крупным планом показываю все. Вас истощили эти разборки. Поэтому карта туз чаш говорит, что это, конечно, свежий взгляд на отношения. Это свежий взгляд, это свежая влюбленность, это взаимопонимание. Это нахождение общего знаменателя, и я уже не раз говорила вот об этом феномене. Это лотос, который расцветает на грязи, да? Потому что самый красивый цветок вырастает на грязи. Что такое грязь? Вот это как плоть, как флеш. Ну, грязь — это как земля. Земля, которая перерабатывает весь негатив. Да, говорят, милые, ссорятся, только тешатся. У некоторых это проиграется. Я здесь вижу, у вас было много ссор, много недопониманий, много качелей у многих. У многих раздрайв полный по карте колесницы, раздирает в разные стороны. То любит, то не любит, то приходит, то нормальный, то ненормальный. Но у него вот внутри вот это все. Борьба-то внутри. Когда расцветает этот цветок, это выходит на поверхность красота его души. Да, вот из этой грязи, то есть из земли. Из земли вышел человек, Адам и Ева из земли. И красота их и душевная, и внешняя, она неоспорима. И это ваша красота, это архетипично вы и он, это Адам и Ева, это ваша красота неоспоримая и желание жить по уму, вот именно жить по уму, да, поэтому Вселенная дает вам вот эту драгоценную чашу. Видите, здесь драгоценные камни, драгоценную чашу, и она основывается на чем? Что вот слезы все, да, вот видите, вот здесь такие слезы льются, которые вы пролили. Они превращаются вот в жемчуг. Здесь вот видите, пламенный огонь превращается в ощущение, что вот как слезы, как исцеление, как
слезы как освобождение от чего-то. Да, может, плакали, когда смотрели, или нашли этот расклад, потому что вам нужно было что-то прояснить. Вы прояснили, что чаша любви наконец откроется для вас. И голубь, конечно, это примирение, и это свидание состоится, если это то, что в какой ситуации вы себя нашли. У меня всегда только общие расклады, так что вы себя узнаете и сделаете выводы обязательно. Вот так. Здесь я вижу примирение, здесь вижу новый виток. И туз чаш об этом, и карта мира об этом. Я вижу здесь возможности и продолжать отношения, и начинать новый виток. Но много вот эти страдания, которые вы пережили по девятке меча, все страдания, они были связаны у многих с финансами. Или же с тем, что вмешивались третьи лица по пятерке жезлов. Вмешивались, мешали, вставляли палки в колеса, кому-то это было выгодно. Здесь много парных карт. 9, 9, 5, 5. Но я же на нумерологии тоже, конечно, в картах учитываю всегда. 5 – это переход, конечно, это обновление. А 9 – это завершение того, что уже не работает. Слезы, страдания, там эти взаимные упреки, все это завершается. Новое начало идет и новый цикл в ваших отношениях. Здесь отношения выйдут на новый уровень, скорее всего, по карте мир. Еще раз повторяю, разные смотрят люди, и у многих проиграется, что либо человек вот станет наконец таким кавалером, достойным в проявлении своего мужского естества, либо здесь новое я вижу знакомые, потому что рыцари, они меняют жизнь, они приносят новость о любви. Новость о любви звезде, это вам, ТВ звезда, вот и все. И здесь тоже новость о любви. Вот эта чаша, если вы посмотрите, это мое первое видео на YouTube об этом было, в 2016 году еще. Если я вот закрою эти чаши, в которых вы страдаете или он страдает, ну это может ваши ссоры, может вмешательство третьих лиц, там мамы, тещи, свекрови, если еще не женаты, то бывшие, его детей, ваших детей, вот такое все. Ну это сама жизнь, вмешательство жизни, да. Если я это закрою вот так, смотрите, если я даже вот так закрою, вам будет виднее, то на четверке чаш всегда изображен туз чаш. Новое начало, видите? Новое примирение. Вот слезы, очищение. И солнце встает, это прояснение ситуации вашей. Вы поймете, чье-то было влияние, под чьим влиянием он находился, когда вот у вас было недопонимание, кто на него влиял. Я вижу третьи лица. Но я скажу, несмотря на то, что действительно третьи лица влияют на него, у вас будет обновление, и мир обновления, но я здесь вижу составляющую такую общую. Но еще на него влияет еще то, что есть вот такая финансовая разруха, когда нет финансовой защищенности, и это, конечно, человека истощает. Поэтому он нервный, раздраженный и вспыльчивый, и ссора может показаться, что ссора была на пустом месте, но она замешана либо на деньгах, либо на влияниях вот этих трех лиц, и вы знаете, что это за лица. Вы сами знаете, что это за лица. Понимаете? И вот я вам говорю, что этот туз чаш был показан уже на четверке чаш, то есть он должен знать, что только с вами, когда он с вами поймет, не выяснит отношения, когда захочет вас услышать наконец, тогда вот этот туз вступит в свою магическую силу и даст продолжение вашим отношениям. Это четко видно и понятно, мои дорогие. При вас показываю все. Вот такие, мои дорогие, психологический портрет мужчины на момент просмотра, его мысли, чувства. Как у вас будет все идти в дальнейшем. Надеюсь, что расклад многое прояснил. Пожалуйста, пишите комментарии, чтобы я знала, как у вас все проигрывается. И я знаю, что вы защищаетесь от колдунов, потому что у некоторых, ну не у многих, но все-таки есть люди, все-таки двойка чаш, когда она двойка меча, когда она сочетается с пятеркой меча, я здесь вижу, что кто-то где-то пошел. Или свекровь, или его бывшая, или кто-то, даже вплоть до его дочери, если взрослая, но кто-то пошел к колдунам. И вот это являлось этой точкой преткновения между вами. Это не у многих, но все-таки у некоторых есть. Но здесь мы просто скажем простой заговор. Делаю, что делаю, большего не требую, ключ-замок, колдунам входа нет. Все. Вот, и обратка колдунам идет после этого заговора. Делаю, что делаю, большего не требую, ключ-замок, колдунам входа нет. Рекомендую простой заговор.
Это, ну, на всякий случай, потому что я здесь вижу, что есть такие пары, у которых именно препятствием явился колдун, не другие люди, а именно колдун, которому было заплачено. То есть это уже не третье лицо, а препятствием между вами и им оказалось четвертое лицо, да, это такая проблема. Когда четвертое лицо препятствия, это очень серьезно. Здесь только ритуально. Ну вот мы ритуально и освободили вас. Но ваша звезда вас защищает, конечно, это ваш гороскоп. Ваш гороскоп идет все оттуда. Звезда и мир, это, конечно, очень хорошо, очень хорошо. Так что я здесь вижу, что, да, мужчина осознает. Хоть бы поздно не было, потому что хоть бы у вас было терпение его выслушать и дать ему еще один шанс, да. Потому что вы хозяин-барин, вы решаете, давать ему шанс или нет. Хоть бы у вас было это терпение, потому что ваше терпение уже на исходе. Здесь показали эти карты очень все четко. Вот десятка меча об этом как раз. Ваше терпение уже просто на исходе. Вы больше терпеть уже не хотите и не можете. Ну и правильно делаете. Такой расклад, мои дорогие. Я хочу напомнить всем, меня нет в ТикТок, в Инстаграм я не делаю расклады за деньги, не делаю чистки за деньги. Что я слышала в ТикТок, там кто-то мною прикрывается, все мошенники. У меня никогда не было посредников, я никогда не имела никаких партнеров, никогда. Всегда у меня партнеры это только ангелы, высшие силы, чтобы вам помогать. И у меня есть только YouTube-каналы, все, где мой голос, мои руки, это все мои каналы. Переходы на мои каналы есть в каждом видео в описании или о канале, если зайдете на канал. Так что, чтобы быть уверенным, это мой канал, вы зайдете на мой канал, есть переходы на мои другие каналы, это все мои каналы. Ну, должна была это сказать. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Отсюда я держу двери моей студии открыты, чтобы вы могли прийти и выговориться. С пользой для себя провести время. Люблю вас, обожаю. Медвежьи обнимашки. И до новых встреч, мои дорогие. До новых встреч. Увидимся. Увидимся тогда, когда вам нужна будет помощь, поддержка. И когда вам захочется просто с пользой провести досуг. Это очень важно. Вот именно иллюминаты, они вот проясняют. Да, от слова иллюминировать, то есть пролить свет. Пишите комментарии, ставьте лайк, если не жалко. Лайк ничего не стоит, это 0 рублей 0 копеек. Выражение эмоций, это всегда полезно. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.